Китайская автокомпания с британским участием MG пока не очень известна автолюбителям, ведь в ее активе на данный момент всего две модели, ставших серийными. Но недавно состоялась презентация третьей, и это MG One, на которую автопроизводитель возлагает большие надежды. Вероятно, что кроссовер, если не полностью, то по большей части их оправдывает. Ведь и внешность, и начинка авто позволяют это сделать. Тем более, что паркетник планируют производить не только в Поднебесной, но и в Индии, а поставлять уже в Великобританию и другие страны Старого Света. В кулуарах новую модель уже прозвали убийцей корейцев, в том плане, что она на равных сможет соперничать с европейскими и корейскими среднеразмерными кроссоверами, а по ездовым характеристикам в чем-то их превосходить. Представители бренда уверены, что автомобиль будет пользоваться спросом за счет гармоничного сочетания внешнего вида и практичности, и пока сомневаться в этом нет оснований. Ну что ж, посмотрим, а пока познакомимся с автомобилем поближе и постараемся оценить его шансы оправдать высокое доверие создателей. Ну а на нашем канале уже есть обзоры на данную марку, ссылку вы сейчас видите на экране. Судя по фото, дизайнеры сделали акцент на яркости и броскости наружности машины, а не на пресловутую брутальность, которую так любят подчеркивать китайцы. Многие смелые решения связаны с оптикой, рельефом, воздухозаборными системами. И судя по этому, вполне можно сделать вывод, что покупателю предлагается совершенно свежий китайский взгляд на автомобильную моду, а не скучный рестайлинг чего-либо существующего. Лицевая часть MG One получилась интереснее всего. Она поставлена не очень высоко, но кажется визуально длинной и широкой за счет оскала огромных радиаторных решеток с объемным рисунком, коих на новинку заготовлено сразу две. Либо в виде молний, сходящей к эмблеме MG, либо в виде более спокойных горизонтальных полос. Из остальных элементов морды стоит отметить стильно закругленный вперед капот с плавно приподнятым центром, остроконечные льдинки матричной светодиодной светотехники, а также массивный обвес, как бы наступающий на радиаторную решетку снизу и с боков. Он содержит трапециевидную прорезь в самом низу и две вертикальных щели для доступа воздуха к подкапотнику и к передним тормозам по краям. Корма кузова также изобилует интересными дизайнерскими решениями. Начинается она с увеличенного акульего плавника, протыкающего ажурный козырек-спойлер, прикрывающий небольшое округлое стекло. На основной части дверки разместились бумеранги больших светодиодных габаритных огней, несколько рельефных переходов, а также шильдики с информацией о модели. Обвес состоит из двух частей: верхний с противотуманными огнями и парктрониками и нижний с чернопластиковым диффузором, из которого выступают овальные патрубки выхлопной системы. По размерам новый MG One близок к Volkswagen Tiguan. Длина составляет 4579 мм, ширина 1866 мм, высота 1601 мм. Колесная база достигает 2670 мм. Размеры колес не заявлялись, но судя по внешнему виду, авто достанутся 17 или 18-дюймовые диски и шины соответствующего размера. Багажник будет просторным, разумеется, в соотношении с габаритами самого авто. Судя по первым шпионским фотографиям, внутреннее убранство нового MG One будет не очень сильно отличаться от модели ZS и Pilot. В салоне наблюдается все та же добротная кожа, пластик, вставки из металла и роскошные посадочные места. Не подведет покупателя и мультимедийная система, которая должна стать более интерактивной, чем прежде. Центральная консоль авто привлекает внимание практически полным отсутствием физических кнопок, за исключением аварийки и пухлого, приплюснутого снизу трехспицевого руля со вспомогательными клавишами и джойстиками на боковых спицах. Приборный щиток в зависимости от комплектации может быть как аналоговым, так и полностью цифровым. Не меньшего внимания достоин и крупноформатный экран развлекательной системы.
чуть ниже него наблюдается блок кнопок климатической системы, а затем в самом начале тоннеля техническая панель с довольно крупным селектором коробки передач. Сердцем MG1 станет оснащенный турбиной бензиновый мотор объемом 1,5 литра и выдающий 181 лошадиную силу. С ним в связке будут работать либо шестиступенчатая механика, либо робот на 7 передач, а вот привод будет безальтернативно передний. Несколько позже должны появиться и модификации с другими двигателями, в частности с гибридными, но эти версии пока не раскрываются. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на канал, высказать свое мнение в комментарии и поставить этому видео жирный лайк.